Всем привет! Мы видим, насколько предана Hyundai электрификации. Возьмем, к примеру, Ioniq 5 и множество похвал, которых было получено в его адрес, а также его собрата по платформе Kia EV6. Но поскольку отрасль продолжает двигаться к электрическому будущему, у Hyundai есть несколько полушагов для тех, кто, возможно, не готов полностью отказаться от ДВС. У Hyundai есть пара подключаемых гибридов, которые можно легко не заметить в тени новых и будущих электромобилей или даже их бензиновых братьев, на которых они основаны. Santa Fe PHEV сочетает в себе 1,6-литровый бензиновый двигатель Hyundai SmartStream с турбонаддувом и шестиступенчатую автоматическую коробку передач с электродвигателем мощностью 66,9 кВт, около 87 лошадиных сил и литий-ионным полимерным аккумулятором на 13,8 кВт-часа. Это хорошо для общей мощности системы в 261 лошадиную силу. Этого достаточно, чтобы создать когнитивное отключение, зная, что автомобиль движется энергично, когда под капотом бурлит малолитражный двигатель. Сам двигатель выдает 178 лошадиных сил и 195 фунт-фут крутящего момента. Это довольно безобидный, но по общему признанию красивый семейный кроссовер на самом деле чувствует себя спортивно, разгоняясь по городу и на трассе. Кроме того, PHEV в стандартной комплектации поставляется с полным приводом, механическим, а не просто с электродвигателем на задней оси. Поэтому, помимо повышения уверенности в плохую погоду, он обеспечивает резкое ускорение без пробуксовки. Бортовое зарядное устройство Santa Fe PHEV может принимать электроэнергию от источника 240 Вт мощностью 3,1,6 кВт. Это не так уж и быстро, учитывая что-то вроде бортового зарядного устройства Ioniq 5 мощностью 11 кВт. Но это не обязательно. При мощности всего 13,8 кВт батарея может заряжаться примерно за 4 часа. Полного заряда достаточно на 50 км пробега на электротяге, а бензиновый двигатель всегда готов к работе, когда батарея разряжена. С бензином и электричеством расход топлива оценивается в эквиваленте 3,1 литра на 100 км. Без электрического диапазона расход в комбинированном цикле составляет 7,1 литра. С помощью кнопки можно переключиться между режимами EV и гибридным режимом, но автомобиль автоматически вернется в гибридный режим и будет использовать тормоза для регенерации, когда батарея разряжена. У кроссовера есть несколько режимов вождения: нормальный, эко, спорт, смарт и снег, и кнопка блокировки полного привода. В комплектации Limited отделка салона отличается стегаными кожаными сиденьями Nappa с красивым сочетанием кожи, мягкого пластика и глянцево-пластиковой отделкой, почти похожей на углеродное волокно по всему салону. Прекрасные материалы создают гостеприимное и удобное место для времяпровождения. Панорамный люк помогает освещать оба ряда сидений. Информационно-развлекательный экран прост в использовании, а цифровая приборная панель четкая. Есть много мест для хранения мелких предметов, в том числе отделение под управлением центральной консоли. Santa Fe полон полезных технологий, особенно в комплектации Limited. Он оснащен надежным комплектом Hyundai Highway Driving Assist с адаптивным круиз-контролем, системой помощи при рулении по центру полосы движения и функцией активной безопасности. Благодаря цифровой приборной панели вы получаете изображение с камеры слепых зон прямо перед собой каждый раз, когда включаете сигнал поворота. Он также имеет легко читаемый проекционный дисплей с большим количеством информации, которую можно настроить в информационно-развлекательном меню. Hyundai не скрывает самые важные элементы управления на сенсорном экране, размещая такие элементы, как управление аудиосистемой и климат-контролем, сиденье с подогревом и вентиляцией, рулевое колесо с подогревом, а также функции: автоматическое удержание тормоза, управление спуском и кнопки помощи при парковке на центральной консоли. Цены на Santa Fe PHEV начинаются с $41 295 в комплектации SL. Это на $8 850 больше, чем у SL с полным приводом с ДВС, и на $1640 больше, чем у стандартного гибрида HEV в комплектации SL Premium. Комплектация Limited стоимостью $47 305 представляет собой лучшую цену по сравнению с ДВС, всего на $4900 выше полноприводной версии Santa Fe Limited, но на $5300 больше, чем у Hybrid Limited. Стандартный гибрид Limited стоит меньше, чем его бензиновый аналог. Hyundai Santa Fe PHEV 2022 года – это жемчужина, сюрприз в линейке Hyundai со спортивной, но эффективным двигателем, отличным интерьером и множеством полезных технологий. Для тех, кто ищет удобный и мощный кроссовер и хочет сесть за автомобиль с подключаемым гибридом, не отказываться полностью от ДВС, стильный Santa Fe будет разумным выбором.
Спасибо за просмотр. Всем удачи!